Когда наступает самый большой праздник — Новый год, день, когда все дарят друг другу подарки. В твоем кошельке пусто, но ты художник. Всем здорово, братва! Не ожидали увидеть меня, да? Да? Не, ну а чего я хотела? Взяла, пропала почти на год, и тут вернулась с новым видео. Те, кто ждали после моего последнего ролика новый через неделю, наверное, уже больше никогда не дождутся. Так, ближе к делу. Вот тут недавно, почти месяц назад, я, как художник, решила скреативить и впервые подарить своим друзьям на Новый год рисуночки. А в чем идея? Суть проста и уже давно всеми художниками обсосана. Это адопт по мудборду. Быстренько расскажу, что такое мудборд, для тех, кто не знает, и пойдем рисовать. Это коллаж из изображений, текстур и прочего, объединенных общей концепцией или настроением. Ну вы поняли, 2012. Всего адоптов будет 3. Также досмотрите видео до конца, чтобы узнать, чем все закончилось, и если вам понравится, не забудьте поставить лайк и подписаться. Я попросила тайного анонимуса прислать мне мудборд и пожелания к нему, чтобы она хотела видеть у своего персонажа. И вижу это. Но это была первая моя реакция, потом стало полегче, так как с декабря я жестко выхожу из зоны комфорта и часто пробую что-то новое, поэтому идея в голове возникла сразу. Я побежала искать референсы. Заявка принята, давайте рисовать. На фоне спидпейнта расскажу вам, как мне пришла идея. Совпало ли мое ожидание с реальностью, и в конце спидпейнта вы узнаете, как моя подруга отреагировала на итог. Посмотрев на мудборд еще раз и сопоставив его с предпочтениями, у меня в голове было пусто. Коллаж был таким мягким и кардинально отличался от заявки, поэтому мне пришлось поломать голову. Как можно совместить нежную девчонку с характером трэш-стримерши? Мне непонятно. Там еще была прикреплена музыка, но я ее не включу, чтобы не получить по шапке за авторские права. И просто покажу, как она называется. Кто захочет, найдет и послушает. Ну вот, я еще раз посмотрела на мудборд и заметила красивые свечи в форме цветочка. Меня осенило, как сделать твердый характер с милой внешностью. Я сделаю это анатомически. Да-да, и совмещу все, что было заявлено. Или постараюсь. По итогу решать вам, вышло у меня это или нет. Я сделала ей массивные руки, как смогла, так, чтобы они гармонировали с хрупким телом и нежным вайбом. То есть и мило покраснеет от вашей шутки в ее сторону, и в то же время всех размажет с одного удара. Ну вы поняли. Альтер-эго анонимуса. Мне хотелось, чтобы рисунок выглядел как те самые красивые адопты других художников, которые прям заморачиваются с оформлениями. Спойлер, у меня не вышло. Наверное, просто это немножко не то, что я ожидала увидеть. И сейчас не про рисунок, а про оформление. Оно вышло каким-то пустым, что ли. Как будто бы чего-то не хватает, но я уже не знаю, чего тут добавить. Поэтому оставлю как есть. Ну и чтобы не отталкиваться от формата, я все последующие адопты плюс-минус сделала в одном формате. Это полный рост и 2 или 3 доп. Рисуночка с разных ракурсов и маленькая палитра. Что еще прикольного я добавила для адопта, чтобы он выделялся? В мудборде есть символы на фонариках. И вот когда я села рисовать, я думала, это японские. Сейчас я вижу, что это китайские. Ну, в смысле о том, что это японский, я ориентировалась на одежду в японской мифологии у демонов Они. Надеюсь, правильно произнесла. Поэтому голой она ходить не будет. Кроме и верха, конечно. Итог мне очень понравилось, как я ее нарисовала, особенно чешуйки, которые указывают на тот факт, что она превращается в дракона, и как прекрасны эти длинные ножки. И, кстати, в своем телеграм-канале я публикую арты раньше, чем они попадут в видео. Переходите по ссылочке в комментариях или отсканируйте код на экране. Скидываем. Берем маленькое интервью. Что, в общем, скажешь? Представляла как-то по-другому? Я уже не помню, что представляла тогда, но получилось очень круто. Хвостик точно не представляла, но получилось круто.
Как в аниме «Дракон горничная». Там тоже с хвостиком, крылышками и рогами девчушки. Получаю похвалу и бегу рисовать дальше. Повторяю с вторым пациентом все то же самое. Вот такой интересный мудборд, самый большой среди всех. Давайте послушаем пожелания. Что? Получить что-то бело-серо-розовое с крылышками на фоне чего-то зелено-серого, темного, черного. Все. Короче, вот как на последних 3 картинках. 2 последних. Примерно такой мрачный фон. И в центре внимания что-то голубо-серо-розовое с крылышками. Все. Можно с мрачными украшениями еще. Я тут мрак нагнала, но не все так печально. Просто когда я впервые послушала эти голосовые, у меня возникло маленькое желание спиться спрайтом. Долго думать мне не пришлось. Меня осенило сделать птичку Сирен. Когда на мудборде я увидела красивое тело девушки и сову, подумала, что это отличная идея. А в пожеланиях, как в общем я поняла, было такое нагнетание, может быть страх, серость. У меня возникла идея нарисовать такую птичку, которая вселяет в нас страх. Вот знаете, первое, о ком я подумала, был Хаул. Я когда смотрела это аниме, и мне показали черного Хаула в его обличии демона, я прям обалдела. Вот может же Хаяо Миядзаки передать такую жуткую атмосферу одновременно с приятной стилистикой. Обожаю. Ну и получается, в этой работе я также хотела передать эту атмосферу жуткой загадочности. Опять же, решать вам, получилось у меня или нет. В мудборде есть еще всякие украшения, и вот я думаю, они прям хорошо передают атмосферу королевства или что-то такое. Там еще есть меч, вроде похож на меч. Я тут прочитала в интернете, что значит Сирен. Это клево, слушайте. Сирен. Темная посланница олицетворяет печаль и ностальгию по утраченному раю. Если Сирен появляется перед человеком, то лишь как вестница гибели, которая скоро настигнет его. Вот это круто. Так как на мудборде еще есть Сакура, я на персонаже не придумала, куда ее добавить, но нарисовала ее на фоне. Думаю, это считается. Итог. Мне понравилось, что я нарисовала кого-то, кроме человека. Впервые решила оттолкнуться от своего каноничного комфорта, и мне очень приятно смотреть на результат работы. Время скидывать работу. Расскажи, пожалуйста, попала в твой вайбик или другое представляла? Да, прям в точку. Мне кажется, лучше уже не будет. Лицо очень симпатичное, на розовом фоне. Красиво, сочетание цветов прекрасное. Получаю похвалу и бегу рисовать дальше. Эта мафиози решила полностью утопить меня со своим чаем. И поэтому, что в мудборде, что и в пожеланиях, она указала важность присутствия чая. Вы, наверное, думаете, почему я так высказываюсь? Чай как чай. Тем более, чай всему голова, сказал великий человек. Но тема чая уже давно раскрыта, а меня продолжают просить рисовать чай. Но несмотря на это, конечно же, в Новый год мечты сбываются. Поэтому я нарисую чай. Она также добавила музыку, но я опять боюсь хлопотать за авторские права, поэтому покажу только, как называется. Но вдохновило меня больше всего не это, а одно лишь сообщение. Меня давай всю вот так вот трясти, и я поняла, кого буду рисовать. Но с реализацией
Пришлось помучиться. Первый кошмар в виде позы. Мне просто каждую минуту не нравилось, как выходит скетч. Второй ужас был в том, что я решила сделать его анатомией мужчины. А все мы художники знаем, как иногда бывает тяжело рисовать мужчин. Но и добило меня не это, потому что я решила выпендриться и сделать не обычного персонажа, а такой как бы космической сущности, понимаете? Ну что-то в виде гномика, стекловидной твари, не имеющей пола, и в любой момент может менять себя под любую форму. По итогу форма, в которой он сейчас находится, самая хорошая, отпадная, прекрасная, восхитительная. И несмотря на то, что с ним я возилась дольше всех, но тут скорее думала о том, как его нарисовать. Потому что по спидпейнту он вышел короче остальных. Знаете, порой прекрасно радовать близких тем немногим, что умеешь. Для меня это рисунок. Для кого-то это что-то другое. И я счастлива этой возможностью принести радость близким. Спасибо за такой арт. Я в шоке, у меня нет слов, одни эмоции.